Привет, друзья! Надеюсь, вы ждали третью часть наших приключений в «Семерочке». Прошу прощения, что немного задержал видосик. Реальный мир, знаете ли, его проблемы тоже, увы, накладывают свой отпечаток на работу. Кстати, если кто-то не смотрел видео по созданию 100 дневок, ссылка на него в описании. Может, станет понятней, почему ролики выходят так долго. Также, наверное, кого-то расстроит, что это видео будет последним в трае. Нет, по просмотрам все более или менее нормально, просто уже стало скучно в самой игре. Третью неделю ролика я уже просто искал, чем же себя занять, чтобы время прошло быстрее. Короче, я решил прерваться с семеркой, выпустить 1-2 видео по другим играм, а потом вернуться с более высокой сложностью и определенными условиями выживания. Сразу говорю, советов не нужно, я выбираю то, что лично мне интересно. С неинтересными настройками ролик просто не выйдет. Ну что, с орг-вопросами разобрались, посмотрим, что там в мире игры творится. Первые часы после 7-й ночи я потратил на распихивание по ящикам всего того, что принесли мне гнилые поклонники. В процессе поставил еще один ящик под всякое на продажу. Но закидывать в него шмот сейчас не стал, вместо этого метнулся к торгашу, которому все и спихнул. После торгаша заскочил домой, прибарахлился патронами, прокачал себе очередной уровень ловкости, не забыв при этом апнуть и луки. Вообще я хотел поехать на задание, которое взял у Джо, но, пораскинув мозгами, решил сегодня этим не заниматься. Ехать далеко, да и задание зачистки, если мне не изменяет память, сложное. Далеко не факт, что успею разделаться с ним до ночи, времени просто не хватит, а значит лучше завтра. Как интересно, кто-то умудрился пробуриться во внутренний дворик, непорядок. Надо быстрее достраивать оборону, чтобы такие вот приколы не повторялись. Задняя дверь оказалась тоже изрядно покоцана. Короче, ко мне тут явно хотели попасть в гости, благо что бетон и сталь в этот раз выдержали. Работы тут непочатый край. Нужно обязательно сделать ров по всему периметру, чтобы исключить такие вот приколы с заходом в тыл. Придется копать. Много и долго копать. К половине 11-го наметил будущую канаву, пока выкопал в одну клетку глубиной, чисто чтобы понять масштаб сумасшествия. Но это по двум стенкам. Пока копал, прибежала Ксюха. Говорит, не надо рвы строить. Посмотри, мол, что с собой делаешь. Весь упахался в делах, которые совершенно не нужны. Не поверил. Пашем дальше, солнце еще высоко. Надо наметить ров по всему периметру. В полдень снова отвлекли, в этот раз падением дропа. Мимо такого я пройти, естественно, не смог, так что поехал посмотреть. Ящик с книгами и некоторое количество ненужной мелочевки. Книги, кстати, тоже говно. Да. База выглядит несколько странно. Вначале хотел замутить что-то красивое, а сейчас получается какой-то дот из крикунов. Ну да и пофиг. Размышлять об этом будем потом. Лопата ждет, а ров стынет. Помимо, собственно, капонины, решил обозначить будущую фортификацию еще и блоками по краю. Гри не балбес, а так есть надежда, что ничего не попутаю. Теперь можно и вглубь, по крайней мере по фронтальной стороне базы. Хочу хоть тут закончить ров полностью. Полностью не полностью, но с раскопками в этом сегменте к половине 6-го закончил. Теперь время за стройкой. Для начала нужно наметить будущие угловые подъемы, ну и сами стены рядом тоже можно сделать. Час спокойно поработал и снова Ксения. Ну, размять косточки в указательном пальце никогда не помешает. Только непонятно, где орет. Ладно, сама припрется. Приперлась, и как всегда не одна. Можно было бы и в чистом поле поистребить эту мерзость, но чё-то впадло, да и за амбразурами надежней. Остаток светлого времени дня потратил на зашивание стен и полов в новом сегменте рва. Зачем и получил очередной уровень владения луком. Интересно, какое отношение работа молотком имеет к стрельбе из лука. Уже ночью подремонтировал покоцанную линию обороны и принялся готовиться к поездке на задание. Выехал, не дожидаясь полуночи. Задание сложное, а добираться до него более 5 километров, так что если повезет, на месте буду к утру. Итак, вот она, тюряга. Мне нужно зачистить этот комплекс зданий. Вообще, я стараюсь не брать задания на крупные объекты. Они отнимают очень много времени, а награда за выполнение обычно, мягко говоря, не соответствует трудозатратам. Но тут я решил не отказывать себе в удовольствии. Где-то придется помахать дубинкой и пострелять, но по возможности буду использовать стелс. Тем более, что ловкость, лук и удары из засады у меня частично прокачаны. На начальном этапе все прошло замечательно. Большинство гнилых отъехали к своим зомби-богам быстро и по-тихому. Но чертовы солдаты, особенно светлячки, такого подарка мне решили не делать. Отлично показали себя тюремные решетки, стоя за которыми можно уничтожать толпы ходячих, не подвергая свою тушку какой-либо серьезной опасности. Некоторые, правда, абузят и пытаются обойти стороной, но колья и верный дробаш делают свое дело исправно. Тут главное что? Найти удобную позицию, сманить очередную толпень и потом спокойно положить ее стоя за укреплением. Здесь мне помогает решетка. А здесь неплохо справляются двери, укрепленные с внутренней стороны кольями. Первую зомбари, конечно, сломали, но колья ситуацию поправили. Конечно, не без помощи дробаша.
Очередную толпу с внутреннего двора сначала заманил на расставленные ловушки, а остатки покрошил у железной решетки и опять-таки у двери с кольями. Чисто позиционная война. Выйдя на улицу, принялся за зачистку вышек охраны. Их тут несколько, и на каждой дрыхнет по одному гнилому. Караульная служба у них несется тут, конечно, ни к черту. Проблем эти стражи порядка не доставили, но какое-то время на них потратить пришлось. Пару раз пришлось возвращаться и к транспорту, чтобы разгрузить карманы от лута. Ничего особо ценного не попадается, но и не особо ценное пригодится. Во дворе встречались мелкие пати ходячих, на которых тоже приходилось тормозить. Ну а реально серьезные ребята, ну точнее в серьезных силах, встретились, когда через двор я снова подошел к административному зданию. Слава богу, что я вначале дверь вынес и теперь смог отступить в тюремный вестибюль. Там и покрошил уродов. Я хрен знает, что бы я делал, если бы дверь оказалась на месте. Тут не только толпы гнили, тут еще и сраные птички в силах немало. Короче, несмотря на вооруженность и удачу с дверью, пришлось даже территорию тюряги покидать, и все равно по мордасям отхватил сильно. Закинулся всеми возможными таблетосами и один фиг дальше хромать с вывихом, так как шины-то у меня и не оказалось, а гипс в такой ситуации не помогает. Физическая форма ни к черту, а гнилых осталось еще очень прилично, особенно птички, напрягают. Но то ли еще будет в главном здании. Да. Если бы не наличие закрывающейся решетки, в главном здании бы бродил мой гнилой труп. А так просто много патриков потратить пришлось, ничего особенного. В подвале, хоть и оказалось много тварей, обошлось без сюрпризов. Тупо помогли колья, которыми я закидал всю лестницу и на которые я порционно сманивал гнилых, спокойно с ними расправляясь. Что сильно порадовало, так это большое количество коробок, которые я с удовольствием переработал на бумагу. Надо бы быстрее разбираться с химлабой. Там вроде бы ее, бумагу в смысле, вполне можно сделать наравне с более выгодным по ресурсам порохом. Последнее и самое большое пати оказалось на хате, а точнее на административном этаже. Я попытался подловить их на колья, но они хитро отступили. Правда, хитрость их граничила с глупостью, и найдя их у одной из решеток, выходящих на лестницу, там и приговорил. Мейн порадовал потрошками, всякой мелочевкой и большим ассорти в главном ящике. Правда, книг оказалось не особо много. Теперь домой, долго и уныло. Кстати, еще одна из причин, по которым я не люблю брать высокоуровневые задания, слишком далеко ехать. Добравшись к утру до своей базы, я от нефиг делать пошел заготавливать лес. Торговец еще дрыхнет, так что пара часов времени у меня есть, и запасы в любом случае нужно пополнять. Заготовив порядка 5-6 тысяч древесины, занялся посадками. Пока лесники не заметили, надо бы восстановить то, что уже порубил. Дела с Буратино улажены, так что можно и покопать. Продолжил заниматься прокладкой рва вокруг базы. По плану углубить его хотя бы до 2 клеток со стороны стены базы, чтобы гниль не могла к ней запрыгнуть. В районе 7 утра наведался в гости к Джо. Бородатый расщедрился и за тюрягу подогнал мне легендарный гайковерт. Вещь в хозяйстве незаменимая. А в качестве нового задания взял у него нашествие 6 уровня. Правда, что-то мне подсказывает, что здание там будет большое, а потому выполнять я это задание по итогу не буду. Пока тусил у Джоэла, опять пришкандыбала наша оппозиционерка, но в этот раз позвать митингующих не успела. Получила пару стрел в жбан и успокоилась. А я качнул очередной уровень лука, пополнил запасы воды и погнал проверять задание. С новым гайковертом, кстати, работать с тачками одно удовольствие. Надо бы еще поднять навык, касающийся разбора, и вообще буду в шоколаде. Да, здание, мягко говоря, не маленькое. На входе меня встретили светлячки, что уже как бы указывало, что писец будет знатный. И если с теми, что изначально отдыхали в вестибюле, я с горем пополам, стелсом и такой-то матерью справился, то вот когда из глубин постройки вылетела толпа, я офигел по полной. Несмотря на приготовление, Грин-то умный, Коля везде расставил, эта орда их тупо не заметила. Слишком много тварей и все слишком зеленые. Попробовал пострелять, но вовремя понял, что занятие это крайне бесполезное. Прыгнул на байк и погнал вокруг дома, не вылезая за периметр задания. А вот с дистанции уже можно попробовать сократить популяцию. Правда, по-моему, тоже бесполезно. Отступив еще дальше и растянув атакующих, я таки справился с частью, но многие твари ушли обратно, вглубь здания. Пришлось агрить второй раз и повторять трюк с мини-байком. Вообще, рвать дистанцию с использованием техники оказалось не самой плохой идеей. С горем пополам основную часть встречающих я таки выкосил и даже пробрался во внутренний двор, где разобрался с отдельно отдыхающими гнилыми. Внутри же все оказалось не так радужно. Нет, я справлялся с теми, кто на меня нападал. Колья и дробовик прекрасно работали. Вот только с количеством патронов я явно не рассчитал. Тут надо, наверное, по 1000 с собой брать, чтобы хватило. Кстати, еще одна причина, почему я не люблю задания выше 4 уровня. Тупо не окупаются по расходникам.
К 6 вечера добрался и до крыши, где была очередная тусовка. Что-то мне подсказывает, с моими темпами зачистками не успею я до ночи разобраться, а воевать с такими толпами по темноте слишком рискованно. Да и зомбарей, по-моему, тут какое-то бесконечное количество. Как оказалось, это тоже что-то типа колонии в городской черте. До этого почему-то думал, что это что-то торговое, а тут, пожалуйста, камеры. Хотя, может, это для содержания особо офигевших покупателей, или это магазин «Пятерочка». Не знаю, но Патриков все меньше, а покупателей этих все больше. До ночи, как я и предполагал, зачистить здание не успел. А тут еще и местные какие-то набежали, причем в количестве, не уступавшем тем, что по заданию. Все смешалось. Люди, кони, зомби. А я еще раз пораскинул мозгами и решил валить отсюда. Черт с ним, своя шкура дороже. Зато теперь буду точно знать, что патронов с собой на 5 и 6 надо брать вдвое больше. Вернувшись домой, зарулил на старую базу, собрать цемент, который наплавился из оставшихся в печах разогретых камней. Все, эта база мне больше не нужна. Что-то войны мне хватило, так что утром решил заняться строительством. Набрал в свои бездонные карманы строймата, заказал фиксикам еще металлических кольев и пошел модернизировать защиту шахты. Я хочу огородить вход в нее небольшим бордюрчиком и ловушками, а себе оставить так называемый запрыг. Заодно в процессе и опыта подниму, что тоже немаловажно. Так что не только этот бордюр строю, но и весь потолок шахты решил пропать сначала до камня, а потом и в бетон. Получилась у меня вот такая конструкция. Теперь кольями заполнить и нормик. Ну и запрыг, конечно же, сделать. Грини умный, Грини запрыгнет, а гнилые тупые, так что пойдут по прямой, на ловушке. Надеюсь, теперь, когда я буду заниматься добычей, моя тушка будет в безопасности. Ладно, с шахтой разобрался, теперь нужно и с рвом поработать, так что снова за лопату. Ну и наведением красоты заняться, обустроить края рва там, где я этого еще не сделал. Потемкинская деревня, блин, спереди базы все готово и красиво, а сзади вообще обороны нет. За работой услышал звук пролетающего самолета и, естественно, погнал узнать, что же в этот раз подкинули мне мои неизвестные благодетели. А подкинули они мне, блин, ящик на дерево. Еще и высотными работами позаниматься пришлось. Книжка на верстаки, мерный стакан и пара ящиков. Жаль, что, как обычно, книг на транспорт там не оказалось, только на дробовики, ну, тоже хлеб. Остаток дня занимался рвом, по боковой стене выкопал его в полный размер, а по двум другим углубил до 2 блоков, так что, по идее, гнилые теперь не смогут подойти к стене базы нигде, кроме фронтальной стороны. Теперь нужно еще стенками заняться, в идеале укрепив их в бетон. Земляные, в принципе, тоже ничего, но уж слишком непрочные. На северо-западной части базы оборудовал еще один угловой спуск в ров, теперь из него можно выйти прямо к шахте. План минимум выполнен, пойдем к плану максимум, дальше копать северную сторону рва. Ну, хоть на что-то эта оборона уже становится похожа, но работы тут еще очень много. Весь день потратил на эту канаву, цель, конечно, приблизил, но пока не выполнил. Утром продолжил заниматься строительством рва. Как и до этого, торговец еще дрыхнет, а нового задания после провала предыдущего я пока не брал. Но я не парюсь, мне нравится. Медитативное занятие, знай, лопатой махай, а пока работаешь, можно и о жизни подумать. К 6 утра закончил раскопки северного рва, после чего в целях перемены труда пошел в шахту. Дубасить камень. Тоже, кстати, медитативное занятие, а я еще не все мысли передумал. За пару часов времени накопал 3 стака. Фиксики получили свой заказ на 6000 булыжника, а я пошел поприветствовать Ксению. Что-то она даже не орала в этот раз, но все равно получила то, что заслуживает. Блин, она с дублером пришла, никакого разнообразия, лучше бы какого-нибудь ушлепка с собой взяла, типа Дуду-Дудя. А то стрелять в одно и то же лицо как-то достало. Какое-то время потратил на разгон демонстрации одноклеточных, после чего решил таки наведаться к Джоэлу. Надеюсь, он не обиделся на провал. Взял у него новое задание, на этот раз 4-го уровня, патронов как-то особо немного. Так что более затратный пока отметаем. В магазине накупил всякой литературы и, качнув очередной уровень ловкости, снова полез в ров. Надо бы закончить с этим проектом, не растягивая его на много дней, а потом уже заниматься всякой фигней типа заданий. Блин, а мне нравится, в принципе выглядит уже вполне внушительно, но после рва у меня еще есть ряд идей, которые нужно реализовать, чтобы, так сказать, себя чувствовать сухо и комфортно. В целом этот день тоже был посвящен постройке рва, добыче дерева и камня, хозяйственными нужными, если говорить в общем. Ну и отстрелу бешеных оппозиционеров, конечно, куда же без этого. Утром я погнал, нет, не на задание, в этот раз за селитрой. В принципе, месторождение есть и под моей базой, но добывать значительно удобнее на поверхности, тем более, что с основной шахты я уже почти все вынес. В общем, под кофейком закопался довольно глубоко и ресурса добыл с избытком. Главное, когда копаешь такие жилы, не жадничать и не обвалить себе на голову весь потолок, а то были прецеденты. Копнул лишний блочок и бригада выезжает закрашивать лепешку.
К 7 утра добыл 10 тысяч селитры и решил поменять ресурс. Рядом как раз оказалось месторождение угля, прям бинго, если на порох. Уголька за 2 часа тоже наколотил под 20 тысяч, вот теперь можно и чем-то другим заняться. Да, без химлаба заказывать порох, мягко говоря, невыгодно, но других вариантов у меня пока нет. Патроны нужны, а от лаборатории меня пока отделяет кислота, которую я так и не нашел в нужном количестве. Разобравшись с делами по базе, решил облагородить немного фронтальную сторону обороны. Все же гостей приглашаем регулярно, надо, чтобы все выглядело тип-топ. От красоты, как всегда, отвлекла Ксюха. Ну ничего, зато проверил на призванных ей митингующих новую защиту шахты. Вроде как ничего, работает. Сестричка же нашей крикуши вообще сыграл в бейсбол. Надеюсь, она своей башкой стену не повредила. Несмотря на местечковые разборки, красоту навел. Ну и полами решил во рву заняться, укрепить хорошенько. Не то чтобы им требовалась серьезная прочность, тут скорее ради опыта. В северо-восточной части рва построил подъем, такой же, как и остальные, в 2 стороны. Стройка этой части обороны практически закончена. Остались какие-то рутинные вещи, типа завершить стены, полы, марафет навести. Благодаря большому количеству стройки вкачал себе 10-й уровень ловкости. Как видите, молоток тоже бывает полезен в вопросах развития. Короче, сегодня у нас опять день строительства. Лишь иногда пришлось отвлекаться, чтобы замочить очередного упыря, который пришел с инспекцией на мою стройку. Нефиг вам тут делать. Без вас знаю все нормы и допуски. А то пароизоляцию не той стороной положил, ветрозащиту зачем-то проклеил, а не просто внахлёст пустил. Достали умники. Зато как смотрится, прям блеск. Зомбари только мешают любоваться. Приходится на них отвлекаться. Колья во рву частично уничтожили, так что доставил новых. Копеечный расход материалов, а подспорье в обороне и защите построек от повреждений очень даже ничего. Прошелся так по всему периметру, пусть гнилые нигде себя комфортно не чувствуют. Под рампой решил тоже организовать бетонную площадку. И смотреться будет лучше, и воронка не образуется, если какой-нибудь демолишер рванет. Галерею 2-го этажа, которая выходит на лицевую сторону базы, решил прикрыть решетками. Они защитят меня от прыгунов, да и птичек можно будет легко устранять, оставаясь в безопасности. Сверху, естественно, тоже клеточку делаем. Ну и двери в нужных местах, железные, чтобы быстро открывались и закрывались. Остаток ночи посвятил ферме. Как обычно, сначала собрав урожай, а потом высадив заново семена. Я думаю, через недельку-две организую запас на несколько месяцев вперед, и можно будет перекачиваться, тупо снимать очки со всего, что касается фермы, и вбрасывать во что-то более полезное. Это к вопросу о том, что якобы выгоднее делать маленькое поле и прокачивать фермерство не в максимум, типа еды и так будет хватать. Я лучше несколько недель позанимаюсь фермерством на большом поле и с максимальным скиллом на сбор, а потом просто вообще сброшу всю эту профу и не буду ничего собирать, имея запас. Возвращаясь к делу с фермой, на заднем дворе я решил сделать отдельную кладовую под запасы. Так что пришлось снова заготавливать ресурсы для строительства. За разборками с Буратино вкачал еще один уровень удара из засады. Ну, просто Буратино нужно засаживать неожиданно. Тогда дров с него будет падать больше, хотя, может, это не дрова вовсе. Добыв нужное количество, вернулся к своей кладовой. Она будет состоять из 2 бетонных стенок и еще 2 сделанных из решеток. Чисто дизайнерское решение, возможно, идиотское. В итоге получился вот такой странный домик, в который я поставил несколько коробок под всякую жратву. Последняя уже и так не помещается в ящиках над костром, так что уже сейчас многое сюда можно переложить. А если набить по полной, то к вопросам еды можно будет не возвращаться до конца выживания. В течение всего дня занимался различными делами. Сегодня кровавая ночь, так что лучше сидеть рядом с базой, тем более, что заняться было чем. Куча всяких мелочей, которые нужно решить, где-то что-то достроить, добыть и так далее. В общем, к 10 вечера я был готов к труду и обороне. Ну, точнее, труд был днем, а сейчас просто к обороне. Итак, убил я уже 4000 гнилых, и сейчас у нас 159-й этап игры. Посмотрим, насколько серьезной будет эта атака. Началось все совершенно обыденно, просто тупой тир. Зомбари забираются на рампу, где я их благополучно отстреливаю из любого на выбор оружия. Решетчатые потолки над галереей, в свою очередь, позволяют также эффективно расправляться с гнилыми попугаями. Ну, разве что мистеры Отрышкины время от времени разнообразят мою героическую переработку нечисти своей изжогой. Но в большинстве случаев их выделения не пролетают внутрь, оседая на бетонных барьерах обороны. Так было примерно до половины первого ночи, когда в гости пожаловало что-то новое, точнее кто-то, демолишер. Я, конечно, понимал, что рано или поздно они появятся, но все равно неприятная тема. Как правило, убить его до того, как он сам решит покончить со своей никчемной жизнью, не получается, так что оборону он проломить вполне способен. Главное после его захода успеть все починить. Бетон выдерживает, но только один взрыв.
А вот этого нежданчика я вообще, не ждал. Разбираться, как он сюда попал, одновременно вытряхивая результат неожиданности из штанов, я как-то не потянул. Так что просто свалил на одну из галерей. Сука, так и отъехать недолго. В этот раз я его успел уделать до того, как ему порвало пукан, но вопросы остались. Прикончив скопившийся у перил зомбарей, решил закрыть все двери. Этот товарищ явно пришел снизу, вопрос только откуда он там взялся. Следующего шахида я таки успел одолеть до того, как он разнес мне оборону. Одного слоя уже нет, так что если жахнет еще раз, этой линии конец. Писец, внутри уже тоже гости. Точно снизу прорвались, а я как назло не закрыл, видимо, двери на второй этаж. Балбес. Хотя, может, и хорошо, что не закрыл. Я же не вижу, что они там. Сломали бы эти двери нафиг. Мля, несмотря на мои попытки, следующего здоровяка я убить не успел. Теперь в обороне зияет первая прореха, через которую уже вполне смогут забраться гнилые. А там и второй подоспел, капец, теперь только отступать. И надеяться на то, что смогу продержаться в доме еще 2 часа. Немного подержал упырей, стоя на галерее, но тут небезопасно. Кислота от Отрышкиных здесь достает за милую душу. Да и недоработка тут имеется. Ломающих дверь просто никак не отстрелить, решетки сбоку я здесь не предусмотрел. По здравому размышлению пробрался внутрь дома, закрыл все двери и начал отстреливать уродов через амбразуры. На моей стороне стоит стальная дверь, так что они ломятся в дверь напротив, которая из железа, а я их удобненько уничтожаю. В этом плане все хорошо, кроме того, что с такого расстояния я не смогу чинить эту самую дверь. Потому перебрался к ней и принялся за уничтожение через боковую решетку. Тут я все верно сделал, и такое инженерное решение оказалось очень удачным. Держался здесь до половины 4 утра, постоянно убивая наступающих. Ремонтировал дверь и бетонные блоки по соседству. Однако ломали они их быстрее, чем я их ремонтировал. А к 4 утра подвалили еще подрывники, и даже без детонации выносили ее настолько быстро, что стрелять по ним я просто не успевал. Потому уже после рассвета, чтобы разобраться с остатками гнили, вышел на галерею со стороны фермы, но тут шахидов таки разнесло, и остатки я уже отстреливал стоя на стене. Благо, что новые волны уже не придут, а так бы точно конец настал. Затащил, но на тоненького. Нужно делать больше патронов и ставить различные ловушки. И если не модернизировать оборону, следующая 7-я ночь может стать для меня последней. Да, базу разнесли знатно. Бетонные блоки как бумага, двери повыносили. От главной линии обороны вообще осталась триумфальная арка. Да даже на рампе был подъем на блок, теперь углубление. Постарались гнилые на славу. Не зря я опасался демолишеров. Работы по ремонту и восстановлению и так займут много времени, а тут еще огрызки ночных героев в гости наведываются. Типа услышали, что оборону собратья поломали, вот и бегут, наверное. В этот раз решил усилить слабое место над амбразурами еще одним слоем ограждения, ну чисто так, на всякий случай. Поменял принцип обороны двери, которую оборонял до этого. Чтобы прочность была выше, а отстреливать гнилых стало проще, поставил там такие же блоки, как на центральной линии. Решетка хорошо, но 2 слоя бетонных блоков при той же простреливаемости лучше. Вообще очень странно, дверь со двора внутри базы сломана, а вот никаких проломов периметра двора нету. Получается, гнилые читерят и появляются на территории. Скорее всего, потому что полы доделаны не везде. Видимо, они могут появляться даже внутри клейма, если есть блоки земли. С таким я уже сталкивался, но забыл. Надо срочно исправлять. Придется быстренько скопать этот слой и поставить вместо него свои блоки полов. Если зомбари появляться перестанут, значит я прав. Ну и пару дверей. Остановить, конечно, не остановит, но, может, задержит. Или вообще зомбари перестанут тут ломиться. Занятие покупки внутреннего двора оказалось довольно муторным. Тут я даже благодарен Ксении, которая время от времени появлялась и разнообразила мой день. Иногда приятно отложить лопату и немного пострелять. С полами на уровне примитивных блоков разобрался к середине дня и решил прогуляться до сокровищ. Находил я тут несколько карт, да только руки никак не доходили по ним съездить. А сейчас вот дошли. Там копал, теперь тут буду копать. Мозоли натереть не успел. Вот он, заветный сундучок. Ну чё, реально сокровище. Нормальные деньги и немного долларов. На обратной дороге заглянул в какой-то гараж. Хрен знает, что это за место. Короче, машинки стоят, может и книжечки нужные попадутся. Впрочем, нашел там только зомбаков. Никакой литературы тут даже не пахнет. Ну и машинки сами разобрал. На запчасти и, главное, на топливо. Дом зачистил по старинке, попортив крышу и отстреляв оттуда всех гадов по стелсу. Ну или не только по стелсу. Дробаш тоже ничего, особенно в ближнем бою. Очень доходчиво доносит мысли до оппонента. А вот тут нужные книжечки нашлись, причем сразу и по транспорту, и по верстакам. Лепота. Выдающихся сил сопротивления на объекте не оказалось. Так, что-то на уровне французского подполья во времена Второй мировой. Вроде есть, а сделать ничего не могут. В другом доме все повторилось, только чистил через стены, а внутри уже так, мука осталась.
Лута там толком тоже не оказалось, только в подвале нарисовался какой-то ящик под охраной пары бандерлогов. Да, либо я уже слишком умный, либо просто тут лут говно. Заглянул к Джо и продал все лишнее, что скопилось в карманах. Походу, детка не парят происходящее на 7-й ночи. Свеженький гад, как будто это я старикан, а он еще в школе учится. Дома раскидал полезный лут по ящикам и снова взялся за лопату. Надо сделать отмостку вдоль рва, чтобы все было красиво. Время, конечно, считай впустую, но это только для тех, кому не важна эстетика. Кстати, и уровень бесшумной тени на этом поднял. Буду теперь ниндзей с лопатой. Всю ночь я занимался строительством рва, и утром, весьма довольный собой, обошел часть завершенного проекта. Реально, воды и крокодилов не хватает, было бы вообще атмосферненько. Собрав себя в кучу и пополнив запасы боеприпасов, отправился на нашествие 6-го уровня. Пока не знаю, буду ли его проходить, нужно посмотреть на план работ. А это только по месту. Центр города. Мне, уже не нравится это место. Боги тут нас словно за руки держат. Все становится медленно и движения дергаются, как у паралитика. Короче, в других местах FPS выше. Особняк в стиле, да хрен его знает в каком стиле, сейчас посмотрю. Но сначала надо разобраться с гнилью, оккупировавшей его окрестности. Взяв задание и посмотрев, что там еще и под землю нужно лезть, да на 6-м уровне, да на нашествии, я решил таки туда не соваться. Найду более продуктивное занятие. Ведь задания, по сути, берутся ради финального лута и тех вещей, что есть шанс набить по дороге. Тут же, скорее всего, я адски провалюсь по патронам и не окуплю их, по сути, вообще ничем. Вместо этого, коли заглянул в город, решил прошвырнуться по магазинам. Интересует в первую очередь книжный. По первому взгляду, литературы тут осталось немного, и попадается совершенно не та, что реально нужна, но хоть не та, что уже прочитана. Приговорив по дороге пару ботаников, зарулил в подсобку, где помимо ящика с книгами нашлось приличное количество коробок на бумагу. Такому я тоже рад. Особенно после того, как слил за одну ночь несколько сотен патронов. В соседнем магазине, куда я попал через проем в стене, тоже немало этого добра. Топор в помощь и собирать. Поколесив по городу, забрел в строительный магазин. Тут мне очень интересна кислота, но что-то мне подсказывает, что без книжки по сокровищам и без прокачанного навыка сбора я тут найду только фиговый листок, скрученный особым образом. По итогу так и получилось. Ничего полезного, ну вот только друзья набежали, можно косточки размять. На полках ничего, только на складе очередные ряды коробок на бумагу. Пока изучал здание, туда забрела небольшая орда, расфигачив которую я получил хоть какие-то книжечки. Ну и в постройке на заднем дворе оказалось какое-то подобие мейн-лутовой. Книжка с просто гениальным описанием. Поставьте на паузу и изучите. Переводчику тут явно гранд-респект, насмешил знатно. Тут у нас верстаки, ну и здесь тоже больше ничего. Ну и еще одну книжечку на верстаки нашел в контейнере за горой макулатуры. Рейд можно назвать частично удачным, до Тигля осталось не так далеко. Пару часов колесил по разным кварталам городка в поисках интересных магазинов. Вообще, судя по всему, тут жило довольно интеллектуальное население. Нашел уже 4-й книжный, нехило так. Друзей в магазине оказалось несколько больше, чем в прошлом книжном, но и улов оказался побогаче. Коли уж зашел, решил проверить и соседний магаз. Вдруг что интересное найду. Тут уже стало поопасней, но книжечками не обидели. Конечно, ничего из того, что я искал, но все равно. По дороге домой заглянул в особнячок, расположенный в живописном лесном местечке. Вынес охрану 1-го этажа, ну и в других помещениях покуролесил. Все время, забываю, как выглядит дом с библиотекой на чердаке, но, судя по всему, это точно не он. Тут чердак тоже, конечно, имеется, и с него даже падают всякие гниловатые уроды, да и мейн есть, но не тот дом, не тот. Среди лута нашел пяток книг и всякую мелочевку, ну почти на халяву, так что тоже норм. Не скажу, что лута я привез домой много, патроны, считай, все я с базы брал в расчете на нашествие, так что мелочи одни, всякое дерьмо. И это за целый день путешествий. Окупает все только изучение книжек, думаю, 10-1.5 я сегодня прочитал, прям гений, Теперь продать все лишнее и заниматься домашними делами, раскидывать привезенный хабар, проверять станки и после этого заготавливать дерево. Сегодня у нас опять день всемирной борьбы с Буратино. А вот это уже интересно. Взял задание низкого уровня, чисто с расчетом на мейн, и чтобы в моем городке. Дали на мою старую базу. Клейм-то снят. Ну что, пора прощаться. Нажимаю кнопочку, и все, что я строил на этом здании, исчезает. Теперь оно в первозданном виде, а мне его нужно заново чистить. Правда, я пока помню наизусть, где у нас птах гнилокрылый гнездится, где секретутка марафетится, а где ее недовольный босс. Вот поэтому я и говорю, что хардкор только тогда, когда ты не умираешь. Зашел в здание, нарвался на противников в неожиданном месте, умер, но после возрождения ты уже знаешь, где опасность. Вот тут, к примеру, будет парочка, которой очень не нравится, что я их потревожил. Короче, зачистка этой радиостанции прошла без шума и пыли, даже частично по стелсу.
Лишь в подвале перед самым мейном встретил непослушного туриста, который подебоширил, но серьезного сопротивления не оказал. Прилег как все. Остальные легли по стелсу, даже зеленка. В мейне оказалось несколько книжечек, причем среди них одна по транспорту и одна по верстакам. Ставка у Джоэла сыграла. А вместе с книгой у меня появилась возможность делать тигля. Можно сказать, что я зарулил в следующую эру, считай последнюю. Теперь только мотоцикл, машина и вертолет остались. Но что-то мне подсказывает, что второй и третий транспорт в этом прохождении меня уже не дождется. Хватит эмота, надо переходить на новую сложность и с новыми челленджами. Второй наградой, хрен знает за что, я взял комплект с автоматической турелью. Вот, скорее всего, ими я и буду укреплять оборону к следующей ночи. Все необходимое для создания тигля у меня есть, даже, наверное, для двух. На сталь нужно будет поставить сразу пару печей, потому что делается она, даже если не брать дороговизну по ресурсам, довольно долго. Короче, 2 и заказал, ну и 2 печки сразу фиксиком в работу. За ними, естественно, меха в количестве 2 штук по количеству печей и устанавливать все по местам. К сожалению, пришлось поставить печки не рядом друг с другом, вторую воткнул к передней стене в бастионе, тупо не поместилось все в одном месте. Коли занимаемся делами по базе, заказал еще и пару ловушек с дротиками. Возможно, поставлю такую на линии обороны, как дополнительный фактор защиты. Что-то не понравилось мне отбивать прошлое нападение, уж слишком на тоненького все получилось. К фронтальной стене, но уже в глубине базы, воткнул купленный давным-давно генератор, а к нему поставил в работу аккумуляторы, реле для разводки проводов и выключатели. Пора заняться электрификацией. Последним элементом стала нажимная плита, которая в теории будет активировать ловушку с дротиками. Ну а теперь верхом на адскую колесницу и за дропом, который меня уже давненько дожидается. Гипс и цепь для пилы. Прям намек какой-то. Хорошо не пила и клей, блин. Ну а в ящичке уже бесполезные по сути книжки по верстакам и пара других. Так, ловушку ставим над рампой, так чтобы прилетало в башку тем, кто решит тут потусоваться. Ксении, думаю, не помешает какое-то наполнение черепной коробки хотя бы в виде железного дротика. Все лучше, чем с пустой ходить, как она делает сейчас. До сих пор не понимаю, как работают батареи в семерке. Походу, они не требуют какого-то наполнения в принципе, потому что даже будучи подключенными к генератору, никакого заряда не происходит. Ну да пофиг, берем в лапки специнструмент и соединяем Геноч с Акумами, а затем запихиваем в блок автомобильный. Нет тут никаких параметров емкости, только максимальный ток и сколько потребляется. Бред какой-то. Я правильно понимаю, что можно их использовать вместо Геноча и вообще ничего не тратить? Ну а вот в этот маленький генератор мы помещаем 6 автомобильных двигателей. Чисто ловкость рук и никакого мошенничества. Люблю я говорить, что нельзя впихнуть невпихуемое, но тут даже прям не знаю. На потолок линии обороны реле, рядом второе. К сожалению, на каждое может приходить только один кабель, и уходить с него тоже может только один. То есть сколько у нас будет потребителей, столько реле нужно ставить, и столько отдельных проводов тащить от источника питания. Тут, кстати, выключатель поставим, чтобы можно было обесточивать оборону, если понадобится. Чтобы поставить нажимную плиту, придется убрать один слой ограждения, что несколько печалит. Монтируем. Запитываем плиту от реле, а от плиты уже ловушку с дротиками. Теоретически должно работать, но проверять я не хочу. Я не Ксюша, мне в голове мозгов хватает, чтобы еще и железку туда пихать. Ну чё, с богами? Вроде работает, но покажет только время, а точнее гнилой какой-нибудь. Слева от обороны сделал бетонный выступ, на который поставил автоматическую турель с пистолет-пулеметом. Справа разместил такой же, туда пойдет вторая. Они будут работать постоянно и точно спасут от одиночных уродов, которые заходят попробовать на зуб мою оборону, пока я занят. Их я, естественно, тоже запитал, но напрямую от генератора, без всяких выключателей. Все, теперь можно в шахту, даже я бы сказал нужно. Железо для выплавки стали в 2 печках нужен примерно вагон, а лучше состав. Утречком хотел съездить на задание, но по дороге передумал и поехал просто разбирать технику. Под мостом заметил пропущенную ранее машину, вот только и охрану я, видимо, ранее тоже пропустил. Так что прежде чем добраться до искомых деталей и топлива, сначала пришлось потратить нехило калорий на разборки с гнилыми. Но зато и сбор трофеев апнул, тоже хлеб. Рядом с мостом заглянул в небольшой военный лагерь, чисто ради разборки грузовика. Вроде есть шанс, что с него может упасть кислота, хотя это, по-моему, если бы у меня был прочитан какой-то там томик сокровищ пустошей. А я тупой, книги не читаю. Короче, палатку на ткань, грузовик на запчасти и в путь. Сегодня меня интересует в первую очередь машины, потому не пропускаем. Главным образом, конечно, целые. В них помимо запчастей еще и топливо наливает, которое маленькое чудовище поглощает в неадекватных количествах. Смотрю я на этот расход, и это какие же, блин, эконормы у него? Евро минус 10? Видимо, это пример мопедов, которые бы получились, если бы их начал делать Автотаз.
Странно, мне казалось, что на этой дороге я все тачки уже давно разобрал, но, видимо, только казалось. Если что, я не жалуюсь, наоборот. Заехал на чекпоинт при въезде в мой любимый город, поразбирал тачанки и заглянул в медицинскую палатку. Ну так, поверхностно, углубляться не стал. План раздобыть полезных деталей, а не сражаться за банку аспирина. Блин, совершенно не помню, где берется суперкукуруза. Она вообще выращивается или ее надо просто находить? Используется в некоторых полезных рецептах, но в мире пока не встречал, от слов совсем. Создание роботов — это, конечно, замечательно, но лучше бы банку кислоты подкинули. Реально, в следующий раз начну свою прокачку с навыков по поиску трофеев. Что-то я не думал, что некоторые особо редкие ресурсы мне сильно понадобятся. Думал, той же кислотой к 50-му дню уже обмазываться можно будет. Хотя, может, и хорошо, что не нашел его в таких количествах. Что-то мне подсказывает, что для кожи такие обмазки не очень полезны. Весь день потратил на осмотр городка, разбирал машины и влезал в некоторые здания, где, по моему мнению, был шанс найти кислоту. В теории это хозяйственные магазины, может, на заправках должна быть, может и должна, но не обязана. Зато бумага встречалась и довольно часто. Впрочем, учитывая мои расходы в прошлую 7-ю ночь, коробки в магазинах — это мука. Нужна химлаба, там и дешевый порох будет, и бумага. За осмотром и зачистками поднял еще один уровень сбора трофеев, повысив тем самым скорость работы с инструментами и количество ресурсов, выпадающих с разобранного. Кстати, с заправок сталь, оказывается, падает. Вот это полезное знание на будущее. На каком-то складе или стоянке нашел мейн-лут с несколькими книжками, включая 2 по транспорту. Ну и приятная мелочевка тоже порадовала. Короче, весь день колесил по городу, разбирая подворачивавшийся транспорт и чистя домики. Кислоты не нашел, но к 19 часам полностью забил полезностями свои карманы и бардачок мопеда. Можно и домой. Заглянул к Джо, продал ему часть ненужных вещей и прикупил бумаги на патроны, ну и топлячка. Пока сам его не делаю, можно и прикупить. Ну а дома сделал себе бензуху. Бур, по моему скромному мнению, дерьмо, а вот пилу попробовать я хотел, вроде раньше она мне нравилась. Спустившись в шахту, в самом низу настелил небольшое перекрытие, которое позволит, когда углублюсь еще ниже, подходить к стенам на этом уровне. Зачем? Ну вот подолблюсь в сторону в поисках жил с ресурсами. Если найдут, то добираться нужно будет как-то. Не нашел. Пришлось подниматься к поверхности и копать то, что тут уже есть. Опасно, конечно, может обвалиться, но нужно железо на сталь, да и другие ресурсы пригодятся. Проснувшись, снова отправился дербанить машины, на этот раз на территории своего городка. Учитывая появление бензопилы, топлива мне нужно будет очень много, а из-за отсутствия лабы взять его можно только с машин. Про бочки, раскиданные тут и там, можно не вспоминать, там уже совсем мука. Короче, снова гаечный ключ в руки и за работу, иногда отвлекаясь на вездесущих зомбарей. Удивительно, но тачанок тут осталось еще довольно много, когда, кажется, креститься, нужно, потому что мне казалось, что я успел разобрать здесь все. Опа, а вот это уже интересный подгончик, ни разу не играл с жезлами, а тут как раз думал на них перекачаться, и как по заказу. Походу нас не только Google слушает. Трактора тоже в разбор, тут, слава богу, нет разницы, дизель или бензин. А вообще было бы интересно посмотреть, как мини-байк будет гонять на соляре. Тут я уже бывал, но тогда воспринимал машины просто как ограждение. Теперь вижу тачки, так что на разбор. Короче, тачанок в городе оказалось не меньше, чем в том большом, где я был вчера. Стоят они тут кучнее, что ли? Возле супермаркета вообще ничего не разбирал. Точнее, не разбирал после выполнения задания. Они же заново появляются, когда его активируешь. Заглянул и в сам магазин. Тут меня больше бумага интересовала. Но есть шансы кислоту нарыть. Кислота, сейчас. Скорее, проблем тут нарыть можно. Хотя меня уже мало пугают гнилые. Бронька есть, навыки тоже. Ходячий теперь только помеха, а не опасность. Повоевал, полазил по прилавкам, искомое, естественно, не нашел. Так что дальше, разбирать тачанки. От своей безнаказанности охренел настолько, что даже полицейскую машину под гайковерт пустил. Правда, конечно, пришлось немного отвлечься на недовольного Отрышкина с родственниками. Ну да и пофиг, одного не понял. Какого рожна байкер-то мусоровоз пошел защищать? Где одна, там и вторая. Убираем с улиц патрульные машины, нефиг город захламлять. Жители только вот со мной немного не согласны. Но у нас демократия, у кого дубина, тот и президент, Америка же. Короче, развлекался с разбором техники по полной. Ну и между делом вскрыл очередной банкомат, а то Джо жаловался, что у него туалетка закончилась. Порадую старика. Около полудня столкнулся со стаей гнилопсаков. Ну, точнее, они со мной столкнулись и даже не успели понять, что нахрен произошло. Вернувшись домой, раскидал по местам лут, а радиаторы сразу закинул в печку на переплавку. Пойдут на латунь, а соответственно на гильзы для автоматического оружия. Разобравшись с делами по базе, вышел обкатывать свою новую пилу. Ну, что я вам могу сказать? По количеству добываемых ресурсов она равна топору.
По скорости добычи, наверное, немного превосходит стальной топор. Не тратит выносливость, но вместо нее тратит топливо. В общем и целом, мне ей работать понравилось. Так что, наверное, бензухи быть. Ну а теперь в шахту. Железо все так же нужно и не в нормированных количествах. Выплавка стали, конечно, замечательна, но траты на нее не очень. Тут же, кстати, и свинцовая жилка присутствует, что тоже полезно, не отходя от кассы, так сказать. За работой поднял еще один уровень автомеханика. Тут цель простая. Быстрее найти книжки на мотоцикл, а после можно будет сбросить навык в ноль и вложить очки во что-нибудь более полезное. Вечер на базе, естественно, не обошелся без визита оппозиционеров, впрочем, с постоянным для них результатом. Выстрел картечи является серьезным аргументом в любых дебатах, особенно когда ведешь их с настолько тупыми созданиями. Остаток ночи потратил на фермерские дела, а уже под утро закатал перила своей линии обороны в высокопрочную сталь. Утром собрал с костров вкусняшки, поставил в работу другие и решил таки сбросить навыки. Первым делом вкачал интеллект и перки, отвечающие за драки с жезлами. Плюс конструктор роботов, как потом оказалось зря. Автомеханика в максимум, чтобы книжки быстрее найти, ну а затем, естественно, силу, тоже на максимум, чтобы прокачать долбателя и драгоценную добычу. В восприятии закинул 1 очко в сбор трофеев и перешел к ловкости. Тут удар из засады, тень и лук на максимум. Ну а оставшееся очко бросил в стойкость. Только распределив все навыки, понял, что забыл о дробовиках. Придется потом заново перекачиваться, а то вообще никакое огнестрельное оружие, кроме лука, который не огнестрельный, считай, не прокачано. В имеющийся жезл 2 уровня поставил репульсатор и подавитель радиации. Больше в него ничего не запихнуть, ибо качество дерьмовое. Ну, посмотрим, что за игрушка. Задание снова привело меня в большой город. Жезл, прям сказать, меня совершенно не впечатлил. Мало того, что дамажит сам по себе он не очень, так еще и даже мусор с дороги не убрать. Из нескольких убитых гнилых только одного удалось парализовать. Надеюсь, с более качественным вариантом будет и лучший эффект. Пока, если сравнивать с остальной дубиной, говно редкостное. Даже когда паралич таки наступает, само здоровье у гнилого падает очень медленно, и если гнили будет много, то он вполне успеет встать и снова приняться за обед в лице моей тушки. Вообще больше бесит рандом. То, что то срабатывает паралич, то не срабатывает. Как с огненным модом на дубине. Но там огонь не так важен, там и само оружие работает прекрасно. А тут, если не парализуешь, то тебе хана, потому что бить ты жезлом можешь до посинения, дамаг у него никакой. Мейн тут оказался крайне грустным. Пара ненужных книжечек в ящиках и еще пара таких же в сундуке. Ни тебе книг на транспорт, ни на жезлы. Короче, лажа полная. Правда, пока его ковырял, сбросили дроп, надеюсь, хоть там будет что-то получше. Книжка по арбалетному оружию и пара ящиков. О, пара на транспорт уже норм. А броня прям полный отстой. Они там что, вообще не смотрят, что ли? Я уже большой, я уже вырос из тканевой броньки, блин. Даже на продажу не стал оставлять, тупо выбросил, чтобы место не занимало. Лучше по дороге домой еще машинки поковыряю. Машинки машинками, а вот угля реально надо поковырять, раз уж встретился. Сильно углубляться не стал, добыл по децл около 12 тысяч и погнал в сторону дома. В награду книжечки, продать ненужное, ну и прикупить непрочитанную литературу. Кстати, с ящика в этот раз реально полезное чтиво упало. Транспорт и луки. По прибытии закинул фиксиком в работу немного патронов, ну и свинец на переплавку. Правда, без производства бумаги и нормального производства пороха с патронами все равно будут проблемы. После решения мелких дел решил поднять стену своей базы еще на 1 блок, а на углах поставить сторожевые будки, куда можно будет отступить в случае прорыва основной обороны. В прошлый раз, считай, на голой стене оборонялся в самом конце. Повезло, что ночь уже закончилась. Вечерком снова заглянул к Джо и взял у него еще один эликсир слабой памяти. Неправильно я перекачался. Вбросил 10 в интеллект, 10 в силу, строительные умения на максимум, не забыл в этот раз и про навык дробовика, навыки на жезлы и автомеханику, а вот робототехнику прокачивать не стал. Просчитанную атаку опять-таки на жезлы, ловкость и удар из засады на максимум, восприятие на 3, а там и искателя со сбором трофеев также. 5 в луке и еще немного в восприятии. Вот так уже будет лучше, хотя есть мнение, что надо все же к дубинам возвращаться. Пока, не наблюдаю никаких плюсов, которые обоснуют для меня использование электрожезла. За ночь построил себе 1 охранную будку с возможностью обороняться от подходящих по стенам тварей, ну и главное с возможностью сбежать, дверей планируется 2. Выглядит, конечно, это крайне фигово, зато, надеюсь, функционалом не обидит. А внешку еще подтянем. Утро началось со стройки, а точнее закончил я стройку утром. Получив еще 1 уровень и вкачав себе искателя до 4. Надеюсь, кислоту я таки найду. Нужна всего 1 бутылка, но думаю, это не сегодня, тут 7-я ночь на носу.
Но на задание я все-таки решил скататься. Чего еще делать весь день? Тем более, что взял простое, чтобы далеко не переться. Пятый лук, не пятый, один фиг, светлячки умирать особо не спешат. Мне бы стальные стрелы, но книгу на них я так и не нашел. А жезл все же дерьмо. Даже с одним серьезным зомбарем с его помощью упахаешься разбираться. Я за это время его бы перочинным ножиком на запчасти успел разобрать. На задании мне нужно найти посылку, так что запариваться с полной зачисткой территории я не собирался. Убью тех, кто мешает, и все. На базе еще есть чем заняться в преддверии веселой ночки. Короче, это электричество хорошо работает в связке с дробашом. Но вообще дробаш и без всяких связок работает прекрасно, так что жезл хрен знает зачем. Припасы я забрал, разобрал на бумагу найденные коробки и к Джо. Рассказать, в какую жопу в этот раз забрался его тупой курьер. В награду было одно дерьмо, так что взял 100 патронов для турели и заодно избавился от всякого хлама, которого набралось 1,5 строчки. 3000 гульденов как-никак пригодятся. На очередной эликсир слабой памяти, к примеру. Я, интересно, с ним совсем дурачком не стану? На базе поставил в крафт еще 9 для турели и принялся за доработку этой самой базы. Хотел поставить на стену железные решетки, угловые. Но немного забыл про физику. Пришлось модернизировать проект строительства уже с ее учетом. Ну и внешний вид угловой хибара немного пересмотрел. Так, думаю, интересней. Также поставил заграждение, которое не позволит гнилым бегать вдоль стены базы. Ну, в теории, по крайней мере. Хотя зачем им там вообще бегать, не сильно понятно. Но, так сказать, на всякий случай. С решетчатым ограждением и полом получилось тоже все зашибись. И внешне понравилось, и функционал получается неплохой. Можно вообще зашить в будущем полностью, сделав коридор из решетки. Никто быстро не достанет. Со второго угла базы поставил такой же домик. Мало ли куда придется убегать с основы. Надо везде иметь запасные варианты, где можно будет какое-то время обороняться. Немного позанимался и просто декором. Поставил косые блоки там, где их не хватало. На второй стороне обороны тоже сделал дверь для доступа к турелям во время обороны, пополнять запасы патронов и ремонтировать, если понадобится. Сама оборона в эту седьмую ночь, как ни странно, оказалась значительно проще, чем в прошлую. Уж не знаю почему, но такого беспредела в этот раз не случилось. Видимо, реально надо зашивать полы на всей базе, чтобы никто не появлялся во дворе и не пытался откусить тебе жопу. Решетчатые потолки на галереях показали себя просто отлично. Отстреливать гнилых попугаев с них одно удовольствие, а главное, что они в принципе не могут тебя достать. Плюс отлично показали себя 2 турели с ПП, решая львиную долю проблем и переваривая огромное количество зомбарей. Кто-то скажет, что это потеря опыта, ведь за убитых турелью мне ничего не дают. Я скажу в ответ, что мне пофигу. Я основной опыт получаю на строительстве. Так безопаснее и проще. С птичками же одна только проблема нарисовалась. Когда вылезаешь заправить турель, они тут как тут. Но, думаю, в новых базах эту проблему я тоже решу. Уже даже знаю как. Демолишеры в этот раз тоже заглянули на пару палочек чая. И даже сообщили мне, что идея с нажимной пластиной и ловушкой с дротиками полное говно. Но в остальном стальной обороне они уже так просто ничего дельного противопоставить не могут. Правда, после второго взрыва уничтожили мне одну турель. Близковато она оказалась. Вторая удачнее стоит. Ну и в целом пришлось ремонтировать оборону. Ну, чинить не заново строить. Линия в целом все равно сильно пострадала. Снова выпуклость на рампе, к примеру, превратилась во впуклость, демолишеры чертовы. Но на функционале это не сильно отразилось. Мне, в общем, пофиг, прыгают зомби или проваливаются. Короче, в этот раз отбился без проблем. А на следующую неделю я уже припас в голове еще более коварный план. Хрен они вообще до меня доберутся. До 6 утра разгребал лут, собранный из запасливых зомбарей, после чего поставил на крышу еще пару изготовленных коллекторов росы и решил наведаться к соседнему торговцу. Меня интересует книжечка «Сокровища пустошей», то ли 3-й, то ли 4-й том, не помню точно. В общем, он позволит с довольно большой вероятностью получать кислоту при разборе разных объектов, в том числе даже с некоторых машин. Ну и да, на заработанный за ночь уровень поднял до 4 сбор трофеев. У капризного деда в пустошах ни книжки, ни кислоты, конечно же, не нашлось. Спихнул ему собранный на базе хлам и купил простых книжек, ну, тех, которые еще не читал, на дробовики и тактическое оружие. Дальше я решил прокатиться по шоссе и открыть территории, где пока не был, в надежде найти еще каких-нибудь торгашей. Естественно, по дороге разбирая тачки. С прокачанным навыком делать это стало быстрее, а ресурсов с них стало выпадать существенно больше. На юге нашел еще один довольно большой город, но сколько я по нему не колесил, торговца в нем не оказалось. Видимо, климат не очень. Пустошь пустыни и все такое. Да, нету тут никого. Жаль, надеялся хоть где-то прикупить нужный томик, но, видимо, точно не здесь. Зато в почтовых ящиках что-то да попадается. Вот транспорт, к примеру. Такими темпами и до мотоцикла скоро дорасту. Дробаши опять-таки. Выученный на 100% навык дает рецепт пачек с патронами, который сильно экономит ресурсы при крафте.
Шоссе сделало крюк вокруг этого города и снова пошло на север, к моей базе, так что на юге, видимо, ничего дельного больше нету. Ну, раз с поиском новых торгашей не получилось, заскочу тогда на задание, вычищу уродов и верну Джо его посылку. Тут у нас не очень большой, симпатичный домик в лесу. Машинка, думаю, им уже не пригодится, а в гараже помимо ящиков с лутом под крышей устроился гнилой. Видать, летучую мышь косплей. А ящик-то вкусный, ничего не скажешь. С домиком особо париться не стал, тупо вошел через главный вход и в очередной раз убедился, что жезл полный шлак, даже с максимальной прокачкой. Вы скажете, что он только 2-го уровня, но дамаджит он не то что хуже стальной дубины, хуже бейсбольной биты, блин. На каждого гнилого приходится столько взмахов, что у меня суставы быстрее сотрутся, чем зомбятина кончится. Короче, вы меня простите, но аргументы в стиле «вы запарили играть все через дубины» я больше не принимаю. Играть убогим оружием чисто из принципа, чтобы не играть нормальным, это загасить интерес к игре на корню. Думаю, в следующий раз, когда попаду в этот негостеприимный мир, попробую молоты. Но вот это искрящееся дерьмо я больше точно использовать не буду. Ну, наконец-то, мотоцикл разблокирован. Теперь нужно его сделать, и можно сбрасывать навык автомеханика. Джип и автожир в этом трае уже использовать точно не буду. О, а вот и 4-й жезл. Ну, засморкаем новиночку. Забегая вперед, скажу, что такое же унылое дерьмо, как и 2-го уровня. Разницы вообще не почувствовал. Кроме книжек, у Джо брать оказалось нечего. Впрочем, и неудивительно, учитывая уровень задания. Знал, на что подписываюсь. Заглянул домой, скинул лут, поставил в производство детали для мотоцикла и пошел модернизировать линию обороны. По задумке, рампа теперь будет иметь поворот, и поднимающиеся по ней гнилые какое-то время будут идти под огнем моих турелей. Так что до меня доберутся немногие. Да еще и попрыгать их заставлю, пусть помучаются. На одну из стенок рампы воткнул лестницу, чтобы я сам мог забираться на нее прямо здесь, а не преодолевать каждый раз линию препятствий, как рядовой гнилюк. От нажимной пластины, как и от ловушек с дротиками, тоже решил избавиться. Не оправдала она себя здесь. Короче, вечер потратил на организационные работы, а около 11 стал счастливым обладателем мотика. Ну и еще решил сделать себе некую лаунж-зону во дворе, место для расслабона. Какую, ща увидите. Пока надо тут немного разобрать и подкопать, а потом зашить все заново, но уже по-другому. Сюда я поставлю угловые диванчики и 4 лестницы со всех сторон. По-моему, получилось клево. Надо будет только еще кадок с растениями натырить с домов для завершения картины. Утро началось с Ксении. Нет ничего более бодрящего, чем вынос мозгов тупого человека. Ой, блин, она ж зомби. Ну, все поняли. А теперь можно и на задание. Ехать далеко, но на этой технике вполне комфортно и, главное, довольно быстро. Мотик, в моем понимании, самый лучший транспорт в семерке. И, что немаловажно, звук не раздражает. Правда, с бензом проблемки, потому пришлось зарулить на военную базу и разобрать пару тачек чисто ради топлива. У Джен книги сокровищ не оказалось, как и кислоты, хотя вроде медик, могла бы запастись хоть бутылочкой. Ладно, читаем, что здесь есть, и дальше на задание. Правда, мой внутренний скупердяй никак не давал проехать мимо машин, так что останавливался и разбирал, да и мотик кормить чем-то нужно, а на базе только НЗ для генераторов. От этого задания я уже вроде отказывался как-то, но в этот раз, хоть я и не люблю большие здания, решил зачистить, а то скучновато как-то. Правда, сначала пришлось уконтрапупить тех гнилых, которые обитали снаружи, чтобы с тыла не зашли. В вестибюле получилось пройти все по-тихому, ну, почти все. Еще раз убедился, какое же дерьмо этот ваш жезл. Развлечение для любителей всего яркого и громкого, не более того. На улице постоянно нарисовывались новые любители-человеченки, так что приходилось периодически туда выходить и наводить порядок. 2-й этаж зачищал через дверь, предварительно сагрив всех его жителей, естественно. Прошло без напрягов, да и остальные этажи я сработал примерно по тому же сценарию. Сделал дындочку в нужном месте и развлекаешься, пока мишени не кончатся. Крыша тоже проблем не доставила, хотя могла, если бы не получилось сработать по стелсу и если бы я не забрался на довольно удобную построечку, откуда всех и ушатал. Главное сборище уродов тусило в подвале, но их, как вы уже догадались, я тоже подвел к двери, где и полегли бедняги от дробаша проклятущего. Правда, часть таки прорвалась, но на ситуацию в целом это не повлияло. Мне же досталась куча коробок на разбор и разные полезности в ящиках, в том числе турель с дробовиком. Кстати, тут в городе, оказалось, живет братец нашего Джо, которого родители поленились даже другим именем назвать. Видать, УЗИ не делали, что двойня не знали и имя только одно подобрали. В принципе, удобно, для родителей, конечно. К своему Джо я сегодня тупо не успел, да и до базы добрался только к 2 ночи. Зато скарба притащил полные карманы и полный мотоцикл. А главное, нашел таки 1 бутылку кислоты, что значит, что у меня теперь будет лаборатория.
Рядом с линией обороны поставил пару турелей с дробовиками. Есть, правда, сомнение, что они будут расстреливать не только гнилых, но и сами блоки обороны, но пока не проверишь, не узнаешь. Если что, переставлю. Сразу их подключил, но на отдельный рубильник. До 7-й ночи мне хватит турелей с ПП снаружи. Не обошел стороной и украшательство. Притащил с рейда один горшок с цветами, который и поставил в зоне отдыха. Утро началось с приятной работы, с заказа долгожданной химлаборатории. Ну, для меня приятный, а фиксикам придется изрядно повозиться. Пока она делается, занялся домашними делами, разобрался с приготовленной едой и собрал с коллекторов очередную порцию водички. Все же абсолютно бредовая механика. Много лет воду можно было просто кипятить. Нет, теперь нельзя. Персонаж деграднул и разучился набирать воду в канаве и затем обрабатывать ее на костре. Но штурмовую винтовку с пулеметом делать все еще может. Гениально. Заглянул на огонек к Джоэлу, сдал задание и получил легендарный военный шлем. Ну и книжечки по традиции выкупил. В этот раз тоже взял задание 5-го уровня. Пусть подальше отсюда, но хоть награда будет нормальной. И в процессе можно будет что-то дельное найти. Пополнил БК и качнул еще один уровень восприятия. Хочу поднять навыки, связанные с лутом, на максимум. Кислоты нужно побольше. Одна лаба хорошо, но в идеале их нужно несколько. Мля, опять меня в этот говнодом прислали. Ну когда уже Джо научится называть места, куда он шлет, на русском языке? Ну не сохраняются у меня в памяти англоязычные именования мест. Народа внутри оказалось, мягко говоря, немало, и с дерьможезлом общаться с ними было непросто. И ладно бы проблема состояла только в общении. Общий язык мы в конечном итоге таки нашли. Нет, проблема оказалась в том, что, разобравшись с кучей гнили на разных этажах этого дома престарелых или частной клиники, хрен знает, я потратил кучу времени, но в конечном итоге так и не нашел какую-то группу гнилых. Запарился бегать по уже пустому дому и свалил в закат. Из приятного нашел легендарный жезл, а из неприятного он оказался таким же дерьмом, как и жезл 2-го уровня. Никакой, разницы. Короче, да, очередное задание коту под хвост, поэтому и не люблю брать их выше 4-го уровня. Смысл целый день ползать по дому, тратить гору боеприпасов, чтобы потом не найти какую-то комнатку с оставшимися гнилыми. Никогда прятки не любил и сейчас не люблю. Давно ожидаемую лабораторию поставил на 2-м этаже. Место, конечно, не самое безопасное, но, надеюсь, не уничтожит. Помимо лабы заказал в производство 3 модификации на тройные подсумки, что полностью закроет все слоты инвентаря. Теперь смогу таскать без перегруза полный. Жаль, нельзя вообще дополнительные слоты получить. Лобное место декорировал еще несколькими горшками с растениями. Тырю теперь их каждый раз, когда вижу и когда о них вспоминаю. На всякий пожарный во дворе сделал лестницу для подъема на заднюю стену. Там по углам тоже будут башенки, так что зомбарям, даже если они поднимутся наверх, хода особо не будет. Ну а теперь копать. Точнее, долбить железо в шахте. Кстати, прихожу к выводу, что отдельную шахту делать смысла не имеет, если только под камень. Ресурсы проще собирать целенаправленно, выкапывая поверхностные месторождения. И быстрее получается, и главное, безопаснее. А порох в лабе реально, кстати, выгоднее, по крайней мере в 2 раза, а то и больше, если делать запасы по 1000 единиц. Новый день я решил начать с добычи ресурсов. Коли у меня теперь есть лаборатория, можно заказать в ней кучу пороха. Но сначала нужно найти кучу материалов. Первой в очереди у нас селитра. Хотя она есть в моей шахте, решил освоить поверхностное месторождение. Так будет эффективнее и быстрее. За 1,5 часа добыл 15 тысяч и принял решение о передислокации. Тут же, кстати, и свинец нарисовался. Он вообще часто встречается рядом с другими ресурсами. Да и уголь тоже есть. Не месторождение, а клондайк какой-то. Вот только это тут явно неспроста. Гнилопсаки. Не поленились, за мной спуститься. Ну ничего, верный дробаш выручит в любой ситуации. Все, можно дальше трудиться. Веселого гнома я изображал до часа дня, получил в процессе уровень и вбросил его в верстаки, чтобы быстрее на них заказы делались. Ну и на базу погнал с полными карманами ресов. Сейчас у меня тут делается сланцевая нефть, ну поставим и порох до кучи. Пара лет и все приготовится. Свинец и железо тоже в работу, надо переплавить и пустить на всякие нужности, типа гильзы и пуль для патронов. На лицевой стороне базы напротив рампы поставил несколько выступов под установку турелей. А вокруг новой части самой рампы решил сделать бетонный пол. И выглядит хорошо, и при взрыве воронка не образуется. Кстати, автоответчик прекрасно обрабатывает звонки Ксении, прям с огоньком. Теперь даже отвлекаться не нужно, ну если только чисто проконтролировать, и норм. К вечеру сделал и установил новую турель на ППшке. Как раз на том месте, которое нужно. Вторая уже делается, а к 7-му дню нужно будет поставить сюда еще хоть одну, а лучше, конечно, больше. Процесс подключения электроприборов я показывать тут не буду. Потом покажу в отдельном обзоре на базу, который выйдет через недельку. Могу лишь сказать, что за время создания этой базы на протягивание проводки времени ушло дофига.
По темноте покинул свое уютное убежище, чтобы разобраться с очередными родственниками Буратино, по-мужски, с бензопилой. Ну а дальше сама линия обороны. Закатал основные части рампы в сталь, так, думаю, дольше продержится на 7-ю ночь. Внутри тоже усилился, благо, что ресурсы теперь позволяют. Не хочу я что-то получать очередной прорыв в подарок от демолишеров. Все станки трудятся на благо зеленой диктатуры для производства патронов. Пришлось даже 3-й поставить. Конечно, можно было бы просто прокачать до 5-ки навык этих самых верстаков, но я не ищу легких путей. Так, ладно, а теперь мне нужна железная руда, потому я отправился в свою шахту, благо у поверхности этого добра там осталось навалом. Вот только добывать тут немного стрёмно. Не хочется, чтобы все внезапно провалилось, да и под базу, не дай бог, зарулить. Короче, лучше реально добывать подальше, но уж коли сегодня взялся, решил продолжить. Однако от этих размышлений, как и от работы, отвлекла одна известная всем особа, вместе со своими проплаченными прислужниками. Впрочем, турелей у меня теперь много, так что можно даже и не вмешиваться, разрулит все в лучшем виде. Слава богам, металла добыть успел, который тут же и распихал по печкам. Пока турельки причиняли добро и сеяли радость среди гнилоприспешников, я заглянул к Джо, взял у него задание и отправился в путь. Походу, мне на ту базу, где я топляк для мотика сливал. Да и вообще тут я уже бывал. При входе пара палаток с балбесами, Бобик, которого в прошлый раз я не заметил, а в финале куча тварей на вертолетной площадке. Между этими точками, конечно, тоже были кое-какие приключения, но чего-то стоящего упоминания не было. Все как в прошлый раз, только за жопу меня сегодня никто не прихватил. Мейн тоже ничем особым не порадовал, ну не радоваться же револьверу 2-го уровня. Нафига он мне вообще, извините. Хотя не, сорямба, в последнем ящике оказалась модификация, расширяющая магазин на ПП или штурмовухе. 45 патронов вместо 30 это реально круто, но лучше бы схемку на изучение подкинули. Награда у Джо тоже упоминания не стоит. 25 слитков стали, и это лучшее из того, что он предлагал. Все, по сути у меня есть все, что нужно, разве что пулемета нет. Базу я тоже построил, обидно, но стремиться тут больше не к чему. По этому поводу я решил заморочиться с электричеством на базе. Есть у меня один план, как еще больше усилить линию обороны, но это все в перспективе и непонятно зачем. Пока мне нужно запастить патронами. До финальной 7-ки осталось пара дней. У меня несколько турелей, а значит расход БК будет существенно выше, чем в прошлый раз. Кстати, количество коллекторов росы на крыше пришлось еще увеличить. На патроны нужна бумага, а на бумагу нужен клей и вода. Да и на сам клей тоже нужна вода. Скоро вся база покроется этими коллекторами, и все равно будет не хватать. А еще мне нужен свинец, много свинца, так что нашел очередное поверхностное месторождение и забурился в него по полной. Ну, 10-ки на мои нужды, думаю, хватит, а если кто после меня тут будет жить, сам добудет. Кстати, запас пороха реально выгоднее, 0,8 селитра и столько же угля на единицу пороха. Только заказывать нужно сразу 1000. Приятненько, хотя сейчас главная скорость производства, а не количество ресурсов. С 2 лабами, а лучше 3 было бы намного удобнее, но что есть, с тем и живем. Уже ночью поставил и подключил ловушку с клинками. Не то чтобы она мне была необходима, но пусть будет. Я бы и больше поставил, но пока не понимаю куда. Их же еще и чинить нужно во время атак, а это сложно, нужно доступ организовывать. Утром 62-го дня снова расчехлил бензуху и пошел уничтожать энтов. Дерева у меня в принципе достаточно, но занять чем-то себя все равно нужно. А так сделаю такой запас, чтобы все дровозависимые печки трудились без остановок в течение сотен часов. Удобненько. Все же я погорячился, пила работает существенно быстрее стального топора. За 1,5 часа я снес весь посаженный лес и поднял 17 тысяч древесины. А теперь еще надо все обратно посадить, я ж, блин, не варвар. После Буратино отправился в шахту за железом. Блин, я точно дворф. Эльфийские леса повырубал, теперь в любимую пещерку киркой махать. Главное, чтобы это, как ее, электродрель с претензией не пришла. Или голодрель, не помню точно. Ну чё, нормально так поработал. 13 тысяч железа, 17 дерева и прочих ресурсов по Децелу. Мне, думаю, хватит. Хотя, может, и еще схожу, если уж совсем заняться нечем будет. Да, пожалуй, стоит. Но в этот раз к поверхностному месторождению. Железо там ковырять куда удобнее, как и другие ресурсы. К часу дня пополнил свои запасы железа и еще на 40 тысяч, даже с гаком. Вот теперь точно хватит. Железа, по крайней мере. Печки можно под края закидать и еще ногой трамбовать, чтобы поместилось больше. А вот что меня еще очень интересует, так это топливо, а значит горючий сланец, за которым придется ехать в пустыню. Ну, раз у нас сегодня день добычи полезных ископаемых, а также есть нормальный транспорт, значит погнали. Нужное месторождение пришлось поискать, так как на карте оно показано, мягко говоря, незаметным цветом. Но в конечном итоге нашел и опять под землю звать дерьмократов.
Время от времени они, кстати, приходили, видать, на запах топлива, устраивали мне мужицкий дождь, но были не в состоянии устоять под чарами картечи. С топляком я тоже решил разобраться радикально, чтобы надолго хватило. Потому просидел в шахте почти 3 часа и собрал около 30 тысяч сланца. Результат что надо. Главное, как все нужное получить в одной лаборатории. Ну, это уже вопрос 10. Главное, что теперь есть из чего, а время есть. Так как заняться было особо нечем, решил упорядочить все на базе и вынести генераторную из основного помещения. Построю во дворе небольшую хибарку и туда запихну все электроприборы, которые дают мне электричество, чтобы место на основе не занимали. Полночи мучил эту халабуду, особенно заморочился с крышей. Не люблю я эти косые блоки, но что поделать. За этим занятием получил очередной уровень и вложил 2 скопленных очка в меткий выстрел. Коли у меня есть легендарный ППшник, надо бы научиться им пользоваться. Да. Как ни стараюсь сделать красиво, а из бетона один фиг получается кирпич, только со скошенными краями в этот раз. И внутри, кстати, тут будет лестница на крышу, которую я планирую закрыть стальным люком. По плану, каждая постройка должна давать несколько минут обороны, на всякий случай. Большую часть 63-го дня я посвятил модернизации электросети базы. Как я уже говорил, я не буду показывать процесс, так как он тупо не интересен. Покажу готовый вариант в ролике о базе, который вы при желании увидите примерно через неделю. На крыше генераторной поставил стальной люк, чтобы, если что, можно было оттуда более или менее безопасно свалить. Случаи, как говорится, разные бывают, надо заботиться заранее. Также активно занимался изготовлением составляющих патронов, ну и самими патронами, естественно. Прерывался отдел по базе только чтобы разобраться с гнилыми, которые то и дело возникали рядом с моим убежищем. Такие соседи мне явно ни к чему. Заглянул и к Джо, продал ему скопившиеся товары и купил уже 3-й по счету эликсир слабой памяти. Решил я все же забить на эти говножезлы и перекачаться обратно, в дубинки. Заодно и сбросить автодело, которое мне уже по сути не нужно. Интеллект я, конечно, прокачал, но уже не на 10. А так, на средний уровень, как и другие перки из его ветки. Чисто, чтобы книжки по ним падали. Ну или верстаки работали более или менее быстро. Зато восприятие в максимум, как и перки на сбор полезных полезностей. Кислота мне все так же нужна. Пока есть время, решил достроить стену. Сделать решетчатые заборчики, а заодно, пока не началась финальная массакра, поблагодарить людей, которые поддерживают мой канал. В особенности Даню Александрова и тех, кого вы видите сейчас на экране. Эти ребята поддерживают меня на бусте, за что им огромное спасибо. Не меньшая благодарочка и тем, кто приходит на стримы и поддерживает меня там прямыми донатами. В первую очередь, благодаря вам всем, канал еще продолжает существовать, а я имею возможность сделать на него весьма трудоемкие видео. Спасибо вам, ребята. Кстати, следующее видео немного задержится, потому что игра, по которой оно снимается, значительно более сложная в съемке, чем 7. Ну да ладно, все это лирика. У нас тут уже время атаки подходит. 10 вечера наступило, и гнилые пошли в атаку. Сейчас проверим, как работает моя новая линия обороны. Правда, до нее, как оказалось, зомбикам еще нужно дойти. Турели в этом им ни разу не помогает. Кстати, насчет турелей. По здравому размышлению я решил убрать те, что с дробовиками. Они реально снесут и ограждение, и ловушку с клинками. Поставлю их позже куда-нибудь в другое место. Пока гнилые даже не успевают забраться на рампу, не говоря уже о том, чтобы дойти до моей оградки. Но это пока есть патроны в турели, и сами турели не уничтожили. Но вообще этот тир мне определенно нравится. Хотя вот это мне еще больше нравится. Гнилюки, видимо, потолще оказались и уже даже поднялись наверх. И к перилам уже дошли. Правда, результат для них будет такой же, как и если бы они сдохли у подножья рампы. Первые демолишеры пожаловали в районе часа ночи, но им тоже нужно еще дойти до меня, что весьма проблематично из-за линии препятствий по дороге, работающих турелей и меня любимого, который тоже поливает зомбятину из всех стволов. Один даже успел взорваться, правда где-то внизу, куда рухнул под градом пуль, пока пикал своим детонатором. Турель с дробовиком, которую я поставил на выступ, почему-то отказывалась стрелять. Думал, патроны кончились, но нет, тупо бунт какой-то, патроны есть, а стрельбы нет. К 2 ночи турели замолчали. В ПП кончились патроны, а дробовики просто почему-то не стреляли. Питание есть, БК есть, не стреляют. Гнилые сразу воспользовались ситуацией и начали доходить уже до конца. Правда, тут их по-прежнему не ждало ничего хорошего. Пришлось пожертвовать последние свои 9 для турели и перейти на дробовик. Кстати, одну нестреляющую турельку вообще уничтожили, а установленная вместо нее также отказалась работать по гнилым. Что за нафиг, блин? Несмотря на эти баги, ночную атаку я выстоял без проблем. Даже приготовленный внутри базы электрозабор не понадобился. На этом, наверное, мы и завершим данный трай. В течение последней недели мне уже приходилось выдумывать, чем бы таким себя занять, чтобы не было скучно. Продолжать высасывать контент в течение целого следующего ролика я не хочу. Лучше прервусь с 7, выпущу видео по другой игре или 2,
А потом вернусь в нее на другой сложности, в другом биоме и с весьма интересным челленджем, который для себя уже придумал. Не буду озвучивать идею, чтобы ролик по ней не сняли вперед меня. Также, если кому-то интересно, на следующей неделе постараюсь выпустить видео с обзором базы из этого трая. А в его описании размещу ссылку на архив с сейвом. Если кто-то захочет, сможет поиграть на этом сохранении и с этой базой. Ну а на сегодня у меня все. С вами был Зеленый Арбуза Диктатор. Всем пока и отличного настроения. Пока-пока.